Привет, друзья, с вами Лада, а я продолжаю экспериментировать с двумя разными техниками. Это плетение из газетных трубочек и папье-маше. И вот такая корзиночка, ваза у меня на этот раз получилась. Здесь я соединила и папье-маше, и корневое плетение. Обо всем я в этом видео подробно расскажу и покажу. Так что, если вам тема интересна, то присоединяйтесь к просмотру. Ну или к процессу, кому как больше нравится. Это мой уже второй эксперимент смешения этих двух разных техник. Первый эксперимент мне понравился, очень понравился, результат мне тоже понравился. Вот такая вазочка у нас получилась. И видео по ее плетению выходило на канале, оно есть в открытом доступе, ссылку на него я оставляю в описании под этим видео и в верхнем углу видео в подсказках. И я увидела, судя по вашим отзывам, комментариям и лайкам, что эта тема, эта идея вам тоже понравилась. Поэтому я продолжаю, как и обещала. Ну и приступим сразу к делу. Здесь в этом видео я не стала показывать, как я из папье-маше делаю вот этот низ корзиночки, вот эту вазочку, потому как я этот процесс очень подробно показывала в первом видео. Если вы не смотрели, обязательно советую посмотреть. Ссылку оставляю в верхнем углу видео в подсказках и в описании под этим видео. Да, здесь мне многие посоветовали, написали сделать массу из папье-маше. Я попробовала, честно говоря, мне не очень понравился этот метод. Я по старинке использовала старый способ папье-маше, как он называется, вроде кусковой способ. Это когда кусочки бумаги мы клеим друг на дружку, слой за слоем и выстраиваем определенную форму. Или клеим их по форме, и, соответственно, у нас получается нужной формы корзиночка или мисочка. Здесь не важно, каким способом вы сделаете форму из папье-маше, главное, чтобы эта форма у вас получилась, и главное, чтобы с этой формой было легко работать. Ну и, соответственно, чтобы эта форма со временем не развалилась, чтобы она была прочной. Здесь у меня толщина формы 4 мм. Сколько слоев у меня получилось, я не считала, я именно ориентируюсь по толщине получившейся формы. Тоньше я делать не советую, ну а толще я не вижу смысла. Практика для меня показала, что в принципе такой толщины форма оптимальна для таких корзиночек. А сейчас мы подходим к самому интересному. Перед этим я карандашом размечаю места, где у меня будут будущие отверстия. Далее беру вот такой серьезный инструмент, это дырокол, который я покупала в Леруа Мерлен. Нарадоваться ему не могу, честно говоря, потому как мне открылись новые возможности, я этому очень рада, да и вообще дырокол, конечно, суперский. И сейчас я им проделываю вот эти отверстия в форме из папье-маше. Здесь я сначала наметила отверстие, расстояние между ними получилось у меня по 2-2,5 сантиметра, вроде бы так. А потом я придумала, что верх я буду плести корневым плетением, а для корневого плетения лучше всего, чтобы шаг между отверстиями был меньше. Расстояние между ними было меньше, поэтому я наделала еще дополнительных отверстий между уже имеющимися. Форма готова, отверстия готовы, но я, конечно, вот здесь показываю еще первоначальную мою форму с отверстиями более редкими, потом я впоследствии их добавлю. Ну а пока я эту форму крашу, причем крашу ее в цвет моих трубочек, одним из цветов моих трубочек, это голубой цвет, для этого я соединяю эмаль для радиаторов белую акриловую и синий колер, именно синий, не ультрамарин. Очень тщательно прокрашиваю форму и тщательно очень прокрашиваю вот эти отверстия, и внутри этих отверстий, чтобы у нас с вами никаких пробелов не было. Ну вот я уже показываю в этом кадре прям окончательный вариант формы, которая получилась. Цвет немного ярче, чем в реальности, но камера искажает чуток. И здесь посмотрите, что отверстия стали более частыми, потому как я добавила их. Но единственное, что я добавляла уже после окрашивания, и, соответственно, мне пришлось поверх этой краски еще покрасить эту форму для того, чтобы прокрасить отверстия, которые получились. И сейчас в этом кадре я показываю, из какого материала у меня будет доплетен верх у этой корзиночки вазы. Это газетные или бумажные трубочки, их я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги, крашу их и обрабатываю специальным образом. Эти процессы я подробно показывала в своих отдельных видео, ссылки на них оставляю в описании под этим видео. Здесь у меня трубочки двух цветов, это такой шоколадный красивый цвет, камера немного его высветляет, в реальности он прям как шоколад такой вкусный. И небесный цвет. Мне кажется, идеальное сочетание, очень полюбила такое. И в этом кадре я начинаю оплетать верх будущей вазочки, оплетать эту форму из папье-маше. Здесь я беру трубочку,
шоколадного цвета, очень хорошо ее разминаю. Это будет рабочая трубочка, такая бесконечная, мы ее будем постоянно наращивать потом. Вставляю в одно из отверстий вот таким образом, как на видео. Далее беру две другие трубочки, и они будут располагаться у меня следующим образом. Голубая сверху, а шоколадная трубочка снизу. И ставлю вот эту парочку на край формы. И начинаю вот этой рабочей трубочкой оплетать вместе верх этой формы из папье-маше и эти две трубочки. Далее я пилочкой для ногтей, а потом я приспособилась обрезком трубочки, проверяю, чтобы мое переплетение не было слишком плотным, чтобы вот между вот этих двух трубочек проходила другая трубочка. Иначе, если у вас будет плотное переплетение, то второй ряд будет сложно плести. Ну а в этом кадре я показываю наращивание трубочек, длина которых заканчивается, и те трубочки, которые я оплетаю вместе с основой, и далее я показываю, как наращиваю рабочую трубочку. Здесь, конечно, лучше всего делать наращивание менее заметным, то есть вот эти трубочки, которые я оплетаю вместе с основой, их лучше всего наращивать в том месте, где это место скроется потом переплетением рабочей трубочки. Ну а саму рабочую трубочку лучше всего наращивать либо с изнаночной стороны, либо наращивать так, чтобы метод стыка был у нас наверху, прямо посередине. Тогда это место скрывается вторым верхним рядом. Кстати, у меня есть супер подробное видео по аккуратному и незаметному наращиванию газетных трубочек. Обязательно посмотрите его, кто не смотрел. Ссылку оставляю в верхнем углу видео в подсказках и в описании под этим видео. Вот таким способом мы с вами сплели практически первый ряд. Возвращаемся к тому месту, где у нас начало переплетения. У нас здесь два конца от трубочек, и сейчас я их подрезаю следующим образом, чтобы этот срез находился ровно над отверстием. Тогда вот это место скроется под переплетением рабочей трубочки. Ну а тот конец, который у нас оставался от рабочей трубочки, я также прячу, как на видео, под новый виток рабочей трубочки. И продолжаю плести вот таким образом дальше. Здесь смысл корневого плетения в следующем. Мы образуем новый ряд и скрепляем его рабочей трубочкой с предыдущим, как бы провязываем вот этой трубочкой рабочей эти ряды. Я думаю, что на видео этот принцип вам понятен, и здесь для того, чтобы трубочка рабочая продевалась очень хорошо и легко между двумя трубочками из первого ряда, я здесь расширяю отверстие, можно расширить любым каким-то неострым предметом. Здесь я использую пилочку для ногтей или ножницы, но их использую очень-очень аккуратно, чтобы не повредить трубочки, либо в будущем я использую деревянную спицу. И вот таким образом я продолжаю плести дальше. Вообще здесь трубочки у меня не были приспособлены именно для корневого плетения. Я этими трубочками планировала сплести совершенно другую вещь и совершенно другим узором и совершенно другим способом, поэтому трубочки здесь у меня плотненькие. Я их крутила на спицу 1,2 мм и использовала ширину полоски 9 см. Для такого рода корневого плетения эти трубочки мало подходят, они плотные и плести ими не очень легко. Как я ни старалась неплотно проплетать эти ряды, все равно рабочая трубочка туговато продевалась между трубочками, и я старалась расширять пространство между ними и с внешней стороны, и с внутренней стороны. Меня спасло то, что эти трубочки были очень хорошо обработаны, и такой образовался кожаный эффект на них. В плетении они, конечно, мягкие, пластичные, прям плести ими одно удовольствие. Эти трубочки я обрабатывала тем же способом, как и обрабатываю все свои трубочки. И я показываю этот способ в одном отдельном своем видео по обработке трубочек. Обязательно посмотрите, кто не смотрел. Ссылку оставляю в верхнем углу видео в подсказках и в описании под видео. Единственное, что в видео по обработке трубочек я показываю, что их обрабатываю пропиткой дюфа. Но сейчас у меня нет пропитки дюфа бесцветной, и я в последнее время обрабатываю трубочки лаком Tex для саун. Тоже неплохой вариант, мне очень нравится. И если, например, добавить чуть меньше воды, чем я обычно делаю, там 1 к 1, например, то эффект кожаных трубочек также может получиться. Как вы видите, ничего сложного в этом плетении нет. И я, если честно, почему-то боялась подступиться к этому плетению, попробовать.
И сейчас вот плела эту вазочку и думала, и чего я боялась раньше попробовать корневое плетение. Правда, корневое плетение у меня получается с середины, то есть нету начала, но тем не менее мне принцип понятен, и мне показалось такое плетение легким. Кстати, отпишитесь в комментариях те, кто уже пробовал корневое плетение или вовсю плетет. Мне будет очень интересно узнать. А еще отпишитесь в комментариях те, кто очень хочет попробовать корневое плетение. И, кстати, может быть, среди вас есть те, кто уже попробовал корневое плетение, но ему не понравилось. И почему не понравилось, обязательно напишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Плету дальше. Не торопясь, смакую удовольствие, мне очень нравится процесс. Здесь мне показалось интересным чуть-чуть уже начать сужение вот этой самой формы. И здесь в корневом плетении сужение формы идет очень-очень легко. То есть в обычном плетении для того, чтобы сужать форму, мы начинаем наклонять стойки вовнутрь, да, и оплетать уже, сужая расстояние между стойками. А здесь у нас, получается, наклоняются вот эти две направляющие трубочки, которые мы обвязываем рабочей трубочкой. Наклоняются они слегка вовнутрь, и таким образом плетение немножечко по миллиметру смещается, ряды смещаются, и само плетение сужается. Как вы видите, принцип этого плетения довольно-таки прост. У нас получаются вертикальные витки рабочей трубочкой, ну и, соответственно, эти две трубочки, которые мы оплетаем, их можно назвать горизонтальными стойками. В этом кадре я показываю место, где я уже плету 4-й ряд, и у меня в предыдущем ряду витки очень-очень близко были расположены друг к другу. Но здесь у нас форма из папье-маше достаточно неровная по уровню высоты. Это я делала специально, то есть какая-то сторона у меня выше, какая-то ниже. И, соответственно, когда я начала сужать плетение, у меня и получилось, что в каком-то месте витки были очень-очень плотно расположены друг к другу. И здесь, конечно, мне уже чисто физически никак нельзя просунуть эту рабочую трубочку между витками, там практически нет для нее места. И здесь я один виток пропускаю и просовываю трубочку рабочую через один виток во второй. В этом кадре я уже показываю практически конец плетения этой вазы. Здесь у меня проплетено 4 ряда, я плету 5-й ряд, и в некоторых местах я захотела еще больше приподнять плетение. И приподнимаю плетение я с помощью дополнительных витков, которые делаю вокруг самих вот этих двух горизонтальных стоек. То есть я делаю виток вокруг этих двух стоек, и далее делаю виток, соединяя вот это плетение с предыдущим рядом. Далее делаю снова виток вокруг двух стоек, и следующий виток делаю, соединяя плетение с предыдущим рядом. Вот таким образом, как на видео. Кстати, таким образом можно выплетать всякие разные узоры в корневом плетении. Тоже с этим можно поэкспериментировать, посмотреть, как что получится. Таким образом я проплетаю в нескольких местах, то есть приподнимаю плетение, и в некоторых местах у меня получается даже и по 2 витка вокруг самих двух трубочек. По высоте я проплела столько, сколько мне нужно, и решила, что в этом месте я буду заканчивать плетение. Сейчас вам покажу, как я это делаю. Напоминаю, что 2 трубочки я назвала стойками, ну и, соответственно, у нас есть рабочая трубочка. Итак, я сейчас показываю, что рабочей трубочкой я намечаю, где у меня будет виток. И в этом месте я обрезаю одну из трубочек, которые являются стойками. То есть вот это коричневого цвета. Я сначала обрезала немножечко под наклоном, и, соответственно, когда я начала делать виток, вы видите, что конец вот этой трубочки у нас с вами из-под витка торчал. И, соответственно, я начинаю подрезать вот эту трубочку для того, чтобы конец уже из-под витка перестал торчать. Ну и, соответственно, я делаю виток рабочей трубочкой. И у нас с вами вот эта трубочка коричневого цвета прячется под этот виток. При выполнении следующего витка я обрезаю голубую трубочку, таким образом, как на видео. Здесь вот этот обрез также прячется под виток рабочей трубочки. И в этом же месте я прячу и рабочую трубочку. Она у меня прячется в соседний виток, как бы по диагонали, таким образом, как на видео. И, соответственно, внутри я ее подрезаю и слегка убираю под виточек.
И вот нам удалось с вами очень аккуратно, незаметно спрятать все трубочки, которые были в работе. И сейчас в этом кадре я показываю, что этим же самым раствором красящим, которым красила трубочки коричневого цвета, я маскирую все трещинки, которые у них образовались. Почему образовались трещинки? Как я уже говорила, трубочки не были предназначены для корневого плетения, они слишком плотные получились, и поэтому в некоторых местах образовались такие микротрещинки. Но мой глаз перфекциониста не может выдержать все эти изъяны, поэтому краской, тоненькой кисточкой я слегка подкрашиваю эти места. После такой подкраски я обязательно покрыла саму вазочку лаком в 3 слоя, даже ту часть, где у меня папье-маше. Папье-маше отлично покрывается лаком, и, соответственно, эта вазочка теперь вообще не боится влаги. Если на вазочку или внутрь вазочки случайно попадет вода, то не стоит переживать, она от этого не развалится, просто можно вытереть это место сухой тряпочкой и просушить, и все будет окей. Конечно, специально в эту вазу лить воду я не советую. Если вы хотите ее использовать как вазочку для цветов, то я советую сделать следующее. Взять какую-нибудь баночку такую небольшой формы, которая влезает в это кашпо, в эту вазу, и, соответственно, налить туда воды, вставить цветы и поставить саму баночку внутрь вот этого кашпо плетеного. И тогда у вас получится и ваза для цветов. Ну вот такая необычная, оригинальная ваза, кашпо, корзина у меня получилась. Мне очень важно ваше мнение. Обязательно отпишитесь в комментариях, понравился ли вам такой вариант смешения двух разных техник папье-маше и корневого плетения. А еще, кстати, как вам такое сочетание цветов в этом изделии? Мне кажется, интересно получилось. Я вообще люблю сочетание всяких контрастных оттенков. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение, и включайте уведомления, чтобы не пропустить новые идеи и видео. Желаю вам легкого плетения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!